Занятие 10. Прошлое, якоря вовне. Итак, мы с вами сказали, что в данной теме мы рассматриваем возможности, именно те, которые карма говорит, пожалуйста, с точки зрения внешних причин, да, у нее запретов нет. И то, что мешает человеку, это уже его внутренние проблемы, с которыми нужно попрощаться, чтобы то, что открыто, да, по факту, его там убеждения, заслуг, талантов, кроме внутренних якорей, собственно, его ничего не держит. И нам нужно поубирать эти якоря, чтобы можно было бы воспользоваться теми призами, которые карма уже приготовила. Но они не на блюдечке лежат под дверью, да, а есть коридор, по которому нужно пройти эти призы взять. Ну, как и в большинстве случаев в жизни. Что такое негатив, который присутствует у человека, и он направлен куда-либо вовне? На человека, на высшие силы, на страну, ну, неважно на кого, да. То есть есть внутренний негатив, и он на кого-то направлен, да, негатив вовне. Вот у каждого человека есть свои там обиды, он что-то не прощает, на кого-то злится, там что бубнит про себя, оправдывается постоянно, да, претензии кому-то предъявляет. Вот желательно вот эту схему немного рассмотреть в подробностях, как это выглядит. Да, вот такой, ну, любая программа, да будь ты проклят, никогда не прощу, ты виновник моих бед, как бы не важно. Как это все выглядит? Ну, первое, в сознании, да, на уровне программ должны быть заложены ошибки. Что такое путь света? Это человек говорит, я иду по пути света. Это значит, ты полностью освобождаешься от зла. Нет в душе зла. Если человек светлый, в душе нет зла. Обид, проклятий, переживаний, страданий, самобичеваний, обвинений, вот этого нет. Путь света, а ты прощаешься со злом. Нет программ, которые противоречат духовным законам. Если сознание выстроено в соответствии с духовными законами, там нет места для негативных реакций. А если человек говорит, я весь такой обижен, мир меня задолжал, ты определись, пожалуйста, с принадлежностью. Так ты по пути света идешь или тараканов разводишь? Если идешь по пути света, то цель от всех негативных проявлений избавиться. От всех там обид, от непрощений, обвинений, претензий. Человек должен освободиться. Да, если он идет по пути света, все это нужно выбросить как хлам. Да? Ну, не совсем хлам. Он может быть там хитро закрученный, да, правдоподобный. Да? Есть же основания, почему человек это в себе, да, вписал. Ну, по крайней мере, да, если путь света, совсем негативом нужно попрощаться. Если человек выходит на путь света, у него нет ненависти, у него есть понимание закона, как правильно, и правильное решение, оно освобождает. Оно дает основания для прощения. Там что-то произошло неправильно, что все виноваты, или ты как бы головой не думал, надеялся, что вместо тебя, за тебя, что все будет хорошо. Да не надо. Ты должен быть готов сражаться. Да, если тебя судьба ударила, держи удар, вставай, приводи себя в чувство, иди дальше. Любая негативная реакция, первое, это логическая ошибка, да, нарушение программ. Программы, как вообще относиться с ненавистью или с любовью, и какое должно быть принято решение в соответствии с духовными законами. Поэтому первое, в компьютере вирусы, это нужно понять и принять. Да, второе, если туда вошли вирусы, да, часть сознания начинает генерировать негативную энергию. Да, то есть часть сознания, неважно, там, атмана, анахата, сердце, вместо того, чтобы генерировать свет, радость, силу, начинают генерировать негативную энергию, боль, страдания, мучения, самоистязание, проклятие в адрес кого-то. Да, а как же? Дальше это воздействие пошло в адрес какого-то человека, общества, процесса, куда вы направляете. И дальше возникает два сценария. Да? И если второй человек тоже не прав, вот вы не правы, потому что там, ну, неважно, обида или ненависть идет, да? Человек не прав, ну, в него этот негатив вливается. Вы качаете негатив, да, вместо света и вкладываете энергию в процесс. Вы берете из себя энергию и вкладываете в другого человека. В своем праведном гневе становится просто примитивной батарейкой. Если человек позитивный, более, Танет, дорогой, ты заблудился, наш клиент ни при чем.
От кого пришло, к тому пусть и вернется. В таком же объеме. А если решили пободаться, извините, там, с более сильным, с более высоким человеком по уровню, да, что, вернется один к одному? Ну, это как он пожелает. В 3 раза больнее, в 100 раз больнее, в 1000 раз больнее. Ну, если ваш праведный гнев направлен, и он, карма говорит, ты можешь считать, что он правильный, а я считаю, что не то, что я считаю, закон говорит, ты не прав. Да? То все это возвращается к человеку, и в ряде случаев намного хуже, чем то, что он генерирует. Да, вот нужно понимать вот эту схему. Да? Кто-то там, вместо того, чтобы понимать, что прощение, когда вы поняли, где ошиблись, и простили себя, другого, прощение освобождает от всей этой гадости, да, это, то есть вы кому-то зла желаете. Ну что такое обида? Да, это месть отложенная. Сейчас по голове ударить не могу, но проклинаю, проклинаю, проклинаю. Чтобы тебя достало, чтобы тебя... Вот сейчас сознание там постоянно работает. Да, вот эта вот вся муть, она должна уйти. Да? И что нам нужно? Чтобы не существовало оправдания для обид и непрощений, потому что вы там обижаетесь, кого-то не прощаете, нужно понимать, что вы приговариваете в первую очередь себя. Доходит что-то для другого человека 50 на 50. То есть ваше воздействие где-то дойдут, и в половине случаев они будут его просто кормить, если он негативный, да? Но будут разрушать, если как бы нормальный. Грубо говоря, вы недовольны своей женой или мужем, и вы гробите его здоровье. Очень хорошо. Очень хорошо. Нужно найти правильный ответ в соответствии с законами, чтобы это принесло мир ваше сознание, ваш внутренний мир, да, чтобы он был покой, свет, и вместо там всякого разного, да, это любовь, желание блага. Что такое любовь? Желание блага. Со светом в глазах, с теплыми чувствами. Ко всем остальным, кто себя ведет, может быть, не очень корректно, да, это справедливость. Не везде вы судья, где-то карма может быть судьей. И я прощаю, карме передаю. Она уже, извините, не сумел прочитать том Уголовного кодекса номер 8, да. Ну, пусть карма, она специалист, да, наш как бы консультант в этом вопросе. Она знает, она выпишет счет, который заслуживает человек. Неправильно, когда есть ненависть. Неправильно, когда вы в ситуации обвиняете кого-то. А ваши очи бачили, когда выступали в те или иные взаимодействия с этим человеком, с этой организацией. Страна не нравится. А что, карма не видела, куда она вас отправляет? Да? Вы считаете, что вы заслуживаете лучшего? Давайте как бы посмотрим, что вы делаете в этой жизни. Все ли вы делаете для преуспевания, благосостояния духовного и материального? Вот сейчас прям все ли вы делаете? Или у вас до сих пор остаются незакрытые вопросы, да? Поэтому меньше претензий, больше понимания, как работают законы и что нужно сделать, да, чтобы заслужить покровительство высших сил.